О, отлично. Все ходы записываются, так что... Так, ну вообще удивительно, почему всего 4 человека. Видимо, невидимо людей должно было быть. А наша основная Может задача... быть, Илья, может быть, Что, Саша? по-другому, может быть, поступим. Может быть, по-другому поступим. Возьмем несколько ключевых инвесторов, да лично пообщаемся с ними в личку. Как думаешь? Ну, это один из вариантов, конечно. Пообщаться с ними в личку. Вообще странно, почему Андрея нет на встрече. То есть мы должны... Его, может, выкинуло сейчас. Написать ему. Ну да, он же улетел в этот. Есть Хачапури в Грузии. Видимо, поэтому его нет. Так, давай напишем. Сейчас напишу я ему. Короче, я тут приехал в Новороссийск. Мало того, что жара лютая сейчас стоит, тут во всем городе вырубают свет. И все кондишки вырубаются, все плавятся. И мало этого, еще вырубать стали сейчас холодную воду. Я тут 3 дня под кипятком, короче, моюсь. Новороссия такой, короче, город чисто контрастов. Жара тут как маленький ад такой сейчас. Так, Андрей молчит. Видимо, где-то в разъездах. По поводу холодной воды, мне вообще холодной воды, конечно, очень сильно не хватает. Как я из России уехал, у нас под Казанью есть голубые озера, я там постоянно купался. У них такое свойство, и летом, и зимой температура 2-4 градуса. 2-4, не 24. И очень бодрящий такой холодок в озеро, как нырнешь. Ух, А ты, Илья, сам оттуда, проплывешь с тех краев, да, с Казани? пару минут. Да, я с Казани. Так, ладно. Андрея нет. Делаем запись сейчас. Коротко делаем презентацию того, что мы насобирали по цифрам. Делаем записи. Дальше с этой записью идем, стучимся через Андрея, но и сами по себе стучимся к нашим ключевым инвесторам. Почему? Потому что перед нами сейчас стоит путь, в конце которого лично по моим расчетам 30-50x. То есть цену на рикоин мы можем вполне реально поднять до 30-50 иксов, и мы можем это сделать с помощью совместной работы математических средств, это работа автоматического маркетмейкера, которого мы будем создавать, и с помощью работы стандартных механизмов привлечения сообщества. Я расскажу про автоматического маркетмейкера, про то, как я это вижу. Александр, ты, пожалуйста, меня поддержи, так как ты цифры собирал, наверное, в голове они у тебя больше уложены. Ты, пожалуйста, расскажи про создание системы привлечения сообщества. Для начала я покажу экран, как я в принципе это вижу. Что мы имеем сейчас? Мы имеем монету, мы имеем Рио Клуб, который вроде бы будет использовать эту монету, как мы договорились и прописали в белом листе. На данный момент времени мы можем создавать компанию, которая будет заниматься созданием и
самое главное, продвижением монет на крипторынке. То есть речь идет не конкретно про одну монету, а про целую плеяду потенциальных проектов. В том числе 10 проектов обещал на борт заводить Андрей. 2 моих проекта, ну и посмотрим, как дальше будет все развиваться. То есть мы с вами находимся на стадии создания компании, которая может предоставлять платные коммерческие услуги на крипторынке. Более того, у нас есть один, как минимум, да, пока один свой потенциальный клиент, это RigCoin, услуги которому мы, соответственно, сейчас пока оказываем на основе оплаты, на основе инвестирования нашего времени. Это должно, конечно, сместиться в экономическую плоскость, как я считаю. Я коротко попытался нарисовать план, стратегический план, как я вижу развитие. Это определение круга инвесторов, согласно тем цифрам, которые мы сейчас представим, и вход в компанию. Согласно расчету по дисконтируемым денежным потоком на данный момент времени, если учесть те продукты, которые мы реализуем, компания наша стоит порядка, то есть оценить компанию можно порядка $100 тысяч, это в перерасчете на 1 год, 112, если быть точным. То есть мы определяем вход инвесторов, мы определяем метод инкорпорирования, то есть в каком месте мы будем инкорпорировать нашу организацию. Есть, я так понимаю, несколько вариантов. Ну, первое, понятно, Россия, Дубай, ну и Штаты, например, какой-нибудь штат Делавер, где можно инкорпорироваться как DAO. Я бы рекомендовал инкорпорироваться как DAO. На начальном этапе, пока мы находимся в процессе, часть денежных средств мы можем использовать. Часть денежных средств, собранных от тех людей, которые будут входить в состав учредителей, ну и, соответственно, входить капиталами в компанию. Часть этих денег мы будем использовать по технологии мультисиг. Что это такое? Мы создадим кошелек с подписями и выберем круг лиц, материально ответственных лиц. Это должно быть не одно лицо, а минимум 3, которые отвечают за использование денежных средств. Пока идет процесс инкорпорирования, вопрос решается с помощью вот этого кошелька. То есть нужно нам потратить, например, денег там $20 тысяч на то, чтобы профинансировать, допустим, развитие или профинансировать маркетмейкинг. Мы обязательно должны собрать все подписи на мультисиг кошельке, иначе эти средства не уйдут. Это может быть, как я уже сказал, как от 3 человек, так и поголовно весь состав учредителей. Дальше, как только мы вот этот вот механизм решаем, у нас начинается полноценный старт деятельности для команды RIG. То есть у нас уже сейчас собрана команда, и Саша, Александр чуть позже расскажет про затраты. Соответственно, мы тестируем на своем же продукте свою работу, тестируем, вырабатываем четкие, понятные механизмы и алгоритмы, которые работают, которые не работают, выбираем блогеров. То есть вся эта текучка, она будет использована нами не только на одной монете, но и на плеяде других проектов, которые мы будем представлять. Мы можем выглядеть как-то вот вроде вот такого сайта, да, вот я пример подобрал, парочку примеров. Это организация, которая занимается созданием и продвижением монет на крипторынке. И это вполне нам по силу. Хочу вам об этом сказать. Соответственно, как только произошла обкатка команды, это очень интересно. Почему? Потому что мы фактически на свои же деньги тренируем себя же, становимся более эффективными. Как только произошла обкатка команды, мы можем начинать
подходим к этапу, который я называю старт продаж наших услуг. То есть мы параллельно делаем для нашей компании аналог сайта, ну и, соответственно, один из наборов услуг – это маркетинг и продвижение монеты на рынке, создание, маркетинг и продвижение монеты на рынке. Это пункт 1. А пункт номер 2 – это создание продукта, который называется продукт автоматического маркетмейкинга. Мы столкнулись на примере нашей монеты, на примере Рика, ну и на примере многих других монет, смотря по графику, столкнулись с пониманием того, что маркетмейкинг это обязательное регулирование цены и с помощью автоматической торговли набор объемов для того, чтобы мы стали видны большинству трейдеров, большинству инвесторов, мы можем реализовать такой алгоритм на основе создания множества ботов, которые будут торговать в заданном коридоре с определенными поправками. Имеется в виду, мы сами регулируем направление цены в этом случае не резко вверх, не резко вниз, а постепенно. Более того, этот автоматический маркетмейкер позволяет нам нивелировать крупные продажи, крупные покупки для того, чтобы избежать резкого обвала цен и вытаскивания ликвидности у нас из карманов. Это 2. Ну и третье, достаточно очевидно, мы с помощью этих алгоритмов нивелируем работу сэндвич-ботов, так называемых ботов-снайперов, работу которых я вам демонстрировал и которые продолжают работать не только по нам, но и по всем проектам, которые появляются. Суть в чем? Суть проблемы в том, суть проблемы в том, что каждый день на рынке появляются 300 новых криптоактивов. Это только на блокчейне Тон. 300 новых криптоактивов. Мы создаем сервис, который будет проводить работу маркетмейкера по подписке. Почему? Потому что, во-первых, таких сервисов на данный момент времени на блокчейне Тон и на блокчейне Solana нет. Есть боты, которые занимаются торговлей, но они не представляют функцию маркетмейкера. То есть нельзя регулировать направление цены, нельзя задавать определенную математику определенными параметрами. Мы этот вопрос будем закрывать. Я сейчас быстренько пробегусь по презентации. Прошу прощения. Вначале хочу показать, где мы находимся, как бы в настоящий момент на крипторынке мы находимся где-то вот примерно здесь, где указана стрелочка. То есть что сейчас происходит глобально? Глобально мы находились на стадии распродаж активами германским правительством по определенным причинам. FTX готов выплачивать средства клиентам. Слава богу, кстати, и мне тоже пришло письмо буквально два дня назад о процедуре выплаты. 65% долгов выплатил МТГОКС, которые обокрали в 2014 году. И мы с вами прошли процедуру халвинга, и все это указывает по своим нарративам на то, что мы находимся здесь. Но многие аналитики согласны с тем, что рост биткоина совершенно не за горами, ну и, соответственно, он потянет за собой очень большое количество других криптоактивов, и в том числе это означает что криптоактивы будут развиваться еще более стремительно. Но для развития криптоактива необходим такой инструмент, как автоматический маркетмейкинг. И поэтому вашему вниманию мы готовы представить вот такую презентацию. То есть у нас есть уже сейчас математик, который пишет математическую модель, которую мы потом будем оцифровывать.
Фактически это инновационная технология, и с помощью этой технологии мы позволим ряду монет чувствовать себя намного более устойчивыми. Из-за атаки ботов, из-за того, что выдергивают ликвидность, 99% монет, 99% криптопроектов погибают. То есть фактически мы будем нести добро в массы, позволять этим проектам жить, развиваться и продолжать творить. Что такое автоматический маркетмейкер? Коротко я очень рассказал. В чем отличие от торговли руками? То есть на данный момент времени большинство маркетмейкеров обладают программными продуктами, и при этом они как бы являются автоматическими маркетмейкерами с подкруткой руками, скажем так. Но для маленьких проектов они недоступны из-за очень значимых расценок на свои услуги. Преимущество такого сервиса – это, понятно, высокая скорость, то есть мы можем опережать снайпер-бот, мы можем вести торговлю непрерывно, мы можем точно указывать диапазон цен, в котором мы хотим сохранить стоимость нашей монеты, ну и, соответственно, так как это будет написано на технологии чат-бота, мы будем это масштабировать на разные проекты. То есть нам собрать 30 проектов в месяц совершенно не будет ничего стоить, как я думаю. Но перед нами большой рынок. Я думаю, здесь по этому слайду быстренько пробежимся. Перед нами большой рынок, как я вам уже сказал, 300 проектов в день только на Тоне. Новые проекты, 300 штук только на блокчейне Тона рождаются. Соответственно, набрать 30 проектов в месяц для нас не составит большого труда. Более того, мы находимся по ценовой планке, по ценовому предложению намного ниже рынка, потому что, например, наши конкуренты, которые предоставляют услуги, они просят за свою работу в 5-10 раз больше. Так, как это работает? Ну, на самом деле, это не очень точный слайд. Работает все достаточно просто. Создается математическая модель по удержанию цены в определенном коридоре. То есть, допустим, нам нужно удержать рик в коридоре плюс-минус 10% с той и с другой стороны. Соответственно, на данный момент времени нам нужно порядка эквивалент 10 тысяч в Тоне и 25 тысяч в Рике. То есть мы должны положить на ботов порядка 10 тысяч в Тоне и 25 тысяч в Рике и задать ботам определенный механизм торговли. Мы должны поддерживать фактически стакан ордер блоками не ниже и не выше той планки цены, которую мы задали. Более подробно нужно в математику углубляться. Если это интересно, я потом отвечу на вопрос, позадаете. Про масштаб проблемы я уже рассказал. Про решение, каким образом мы будем работать, я тоже рассказал. То есть мы создаем Telegram-бота с ручными настройками, с прописанной математикой. Telegram-бот подключается через API к DEX, StoneFi и к Dedasto, и к... Есть еще один DEX, кофе, неважно. В общем, ко всем возможным DEX, на которых торгуются монеты, мы подключаемся через API, через максимальную скорость интернета, создавая для себя комфортные условия торговли. Ну и ведем, соответственно, торговлю с большого количества кошельков. Если брать конкретно RIC и конкретно программу под нас, то мы будем в день создавать проторговку на 200-400 тысяч долларов.
используя вот эту вот сумму, то есть где-то порядка 35 тысяч долларов, как я озвучил ранее. 10 тысяч в тоне и 25 тысяч в рике. Причем 25 тысяч в рике я предлагаю нам, владельцам Рика, пропорционально нашим кошелькам просто сложить в пул, набрать там на 25 тысяч Рика, думаю, проблем никаких не будет. Соответственно, здесь расписаны этапы, и через полгода, я думаю, мы выйдем на другие блокчейны, на Solana и на Ethereum, где нас ожидает, вспоминайте первый слайд, такой же бум. Почему? Потому что вместе с ростом всего крипторынка мемкоины будут расти стремительно. Более того, этот сервис, нашу программу мы будем предлагать нашим же клиентам, которые будут стучаться к нам на этапе вот здесь вот, да, как я вам показал, когда мы будем реализовывать продажу и маркетинг по запуску новых монет, вот как эти ребята. Сайт я вам тоже показывал. Соответственно, быстренько дальше. Что касается финансового плана, мы на данный момент времени с Александром продумали два тарифа. Это тарифы для тех монет, которые больше всего нуждаются в маркетмейкинге. Что, как ни странно, да, те монеты уже большие, крупные, именитые монеты, они все имеют маркетмейкинг, либо же они настолько большие, что им уже он просто не нужен, да. То есть вот есть несколько стадий. На самой ранней стадии обязательно нужен маркетмейкинг для того, чтобы рост был плавный, органический. И уже в конце таким монетам, как биткоин, например, доги, эфириум, им уже никакой маркетмейкинг не нужен. Это делает биржа своими ресурсами. Ну и дай бог нам до этого дорасти. Поэтому у нас есть два предложения для маленьких и не очень и чуть побольше проектов. Это, соответственно, до 500, до полумиллиона маркеткап и выше полмиллиона где-то до там 2-3. И вот такие проекты чаще всего испытывают потребность в наших услугах. Соответственно, тариф месячный 1002, то есть мы продаем тарифы мы продаем услуги по подписке. Более того, у нас есть дополнительные услуги, это консультирование и настройка бота под то, что не входит в стандартный перечень услуг, и это стоит 10 тысяч долларов, то есть это отдельная продажа. И за такими услугами к нам будут приходить уже дополнительные, более крупные дополнительные проекты. То есть таким образом мы будем генерить кэшфлоу. Соответственно, где-то через полгода работы мы можем стать вполне финансово обеспеченной компанией только на одном потоке, на одном денежном потоке, который приходит к нам от продажи услуг автоматического маркетмейкера. Вот здесь вот есть таблица, которая это предоставляет. Ну и здесь призыв небольшой. Понятно, что ожидалось, что придут какие-то еще товарищи инвестора, вы и так прекрасно все это знаете, поэтому я прям призываю стать частью нашего криптостартапа, ну и, соответственно, продвигаться вместе с нами, быть в составе совета директоров или в составе учредителей, продвигаться с нами вперед. Перспектива перед нами, перспектива в том числе при реализации данного стартапа, это 3050X, но на монете Ripcoin. Перспектива самого стартапа, вот этого, денежная капитализация 15X в течение 3,5-5 лет. К сожалению, я вам цифры не покажу. Так, ну или покажу. Нет, не покажу. Сам путь капитализации компании не оцифрован, но на данный момент ее стоимость 112 тысяч долларов США по дисконтированию денежных потоков. И, соответственно, мы вырастем в течение 3,5-5 лет
в 15 раз по стоимости активов этой компании. Что хочу добавить. Помимо того, что мы создаем два продукта, это первый продукт создания и маркетинг для монет, вот здесь вот, да, то есть к нам обращаются, вот у нас появляется что-то типа а-ля вот этого сайта, к нам приходят клиенты со стороны инвестора, со стороны Андрея, например, с моей стороны, еще откуда-то, да, потом слух о нас идет, одна бабка сказала, начинает работать. И мы продаем вот этот вот продукт, создаем монету, потом мы продаем вот этот вот продукт, фактически оказываем маркетинговые услуги. И далее, когда мы создаем мощное звено, мы возвращаемся к созданию конструктора DAO на том. То есть то, с чего все началось, вот эта вот схема, которую я вам показывал, она у нас в силе. А использование вот здесь вот на этом этапе мультисиг кошельков позволит нам отработать алгоритм голосования вот здесь вот и алгоритм голосования вот здесь, как я вам уже рассказывал до этого на предыдущих встречах. Соответственно, у нас будет все готово, и мы собираем, во-первых, свое DAO, полностью DAO клуба, а во-вторых, мы собираем конструктор подобного DAO для других заинтересованных проектов, которые могут быть нашими клиентами. То есть это может быть DAO, основанное на самых простых инструментах, да, то есть мы в Telegram-боте создаем полноценный инструмент для создания децентрализованной автономной организации. Ну и где-то в обозримом будущем начинаем продавать доступ к этому конструктору. По продуктам у меня все. Теперь я хотел бы перейти к цифрам, которые нам необходимы для продвижения продукта и для запуска, для старта сразу нескольких направлений деятельности. Александр, ты прокомментируешь по расходам? Да, Илья, давай прокомментирую. Вообще, Так, ты да-да. видишь презентацию? Сейчас я остановлю. Да. Что тебе сделать? Ты сам включи ее. Не, да, я сам в общих цифрах расскажу, да, и все. Давай. Да? Во-первых, вообще спасибо тебе, красавчик, так подробно все рассказал. Я ж сам хочу стать инвестором. 2 раза хочу стать инвестором. Вот, по поводу продвижения. Во-первых, огромное ключевое у нас преимущество то, что у нас уже стоят клиенты, очередь из клиентов. Это огромный козырь у нас, и не нужно вваливать миллионы на рекламный бюджет какой-то, маркетинговые там исследования. У нас уже есть клиенты, это для инвестора огромный тоже плюс, да, минимизация рисков. Вот. Для продвижения мы будем использовать комплексный маркетинг, основанный на нашей как бы централизованном управлении и на такой карте как бы инфоповодов. Задействовать будем основные соцсети, где как раз задействованы при раскрутке токенов криптовалюты. Это Telegram-канал, это Twitter, это Discord, это YouTube. У нас есть понимание медиаплана, у нас есть понимание, как все это должно быть эффективно сделано. И затраты, как таковые, там небольшие. В месяц там 1000-2000 долларов выходит поначалу. Этого достаточно будет, чтобы хорошо стартануть и качественно освещать наш проект на топовых ресурсах. Да? Ну, вкратце вот так вот, я думаю, наверное, интересно будет прям подробности там рассказывать, сколько стоят услуги там привлечения подписчика. Если нужно будет подробнее, там расскажу. Ну, думаю, может быть, наверное, не сейчас, да? Да, все верно. Но получается, что у вас таблица перед глазами, ребят, то есть таблица собрана и представлена, собрана она по стандартным рыночным ценам,
где-то больше, где-то меньше. И, соответственно, в процессе работы проделана огромная работа благодаря вам, да, благодаря команде, потому что вы эту работу проделываете, и вы эти цифры собираете. И мой посыл такой, что мы все это можем монетизировать не только на своем проекте. Понятно, что у нас есть у всех шкурный интерес монетизировать все это на своем проекте и сделать вот эти вот пресловутые 50 иксов к Новому году, что вполне реально. Но точно так же вот все то, что мы сейчас делаем, это нас может сплачивать и может приносить нам доход от деятельности той организации, которую мы, соответственно, организовываем, образовываем. Итого, переходя к цифрам в достаточно таком в крупном приближении, что у нас получается? У нас получается продвижение РИК на 6 месяцев, это порядка 20 тысяч долларов. Сюда включается огромный пласт работы, и на самом деле, я вам честно скажу, так как я в крипте достаточно давно, я знаю, что этот пласт работы, по большому счету, отдается сейчас нам, как собственникам РИКа, фактически по себестоимости. Почему? Потому что если брать иностранные компании, а мы будем выходить именно на иностранный рынок, стоимость разнится в 4-5 раз. То есть фактически ту работу, которую проделал Александр и его команда, ну и, соответственно, все вы, да, экономит только Рику экономит порядка 50-80 тысяч долларов по моим прикидкам. Но эти деньги мы будем добирать из сторонних проектов, которые к нам придут. Итак, продвижение РИК 6 месяцев порядка 20 тысяч. Ну, это очень просто посчитано, да, вот мы берем 6 месяцев, получаем 19 410. Создание маркетмейкера. Создание маркетмейкера – это 35 тысяч долларов. Мы полностью создаем автоматического маркетмейкера. У нас получается готовый продукт, который мы начинаем продавать. Плюс нам нужно, как я вам уже говорил, 10 тысяч в Тоне и 25 тысяч в Рике. Но это, я думаю, мы соберем по 25 тысяч в Рике. Мое предложение собирать пропорционально по кошелькам. Да? То есть, мне кажется, мы быстро это соберем. И 10 тысяч точно так же. Да? То есть вот мы возьмем топ-10 наших инвесторов, у меня таблицы есть, и просто сделаем предложение. Ребят, поверьте, это выгодно всем нам. Сделать 30-50 иксов, вот точно мы сейчас находимся на плато, а 30-50 иксов, применяя все вот эти вот наши с вами методы, 100% можно сделать, ну 99, окей. Это подсчет математики, то есть тот рост, который я вам говорю, это рост только на математике, без применения вот этого рычага. Здесь мы применим еще вот этот вот рычаг продвижения РИК, и поэтому здесь мне труднее предсказывать цифры. Почему? Потому что когда я вижу, как работает маркетмейкер, я понимаю, какой объем мы создаем, и на основании этого объема понимаю, к каким ценам мы приходим. Так, на чем остановился? И 10 тысяч на создание пула ликвидности на Stone Fee. Нам обязательно важно выходить на второй крупный, точнее первейший DEX. Почему первейший? Потому что он был самым крупным долгое время, пока Dedaст его, ну сейчас они с Dedast'ом конкурируют. Соответственно, на данный момент времени для того, чтобы учредить эту организацию, для того, чтобы начать деятельность полноценную, про которую я вам рассказал, здесь единственное нет затрат на инкорпорирование, потому что они разнятся от понятно, региона и так далее. Я предлагаю на данный момент времени собирать 65 тысяч долларов США эквивалент, делать это через мультисип кошельки,
То есть все желающие, все, кто входит в проект, имеют право подписи через мультисик. Ну и, соответственно, без вашей подписи ни 1 рубль, ни 1 доллар никуда не может уйти. И постепенно мы начинаем этот мультисик с вами, так скажем, улучшать по вот этой вот системе. Фактически мы с вами выстраиваем сейчас вот эту вот систему DAO, да, то есть определяем, какие платежи нужно, чтобы собрали 100% кворум голосов, или определяем там какие-то, например, Александр с командой могут там какие-то платежи делать самостоятельно, да, не обязательно им это согласовывать. Правильно же, не нужно бегать там каждую копейку, каждые 5 долларов утрированно согласовывать. Поэтому по цифрам, по презентации у меня все. Задавайте, пожалуйста, вопросы. И дальше будем дальше эту видеопрезентацию мы разошлем по другим инвесторам. Мы попросим Андрея, чтобы он этим вопросом занялся. Ну и, соответственно, нужно поставить срок, Александр. Да, то есть когда у нас будет, когда у нас дедлайн, какое решение, наверное, в группе мы все это напишем. Как ты видишь, Александр? Да, мы сегодня-завтра обсудим все это, да, и сделаем публикацию поста. Публикуем. Да, все верно. Мы сделаем публикацию, сделаем, видимо, опросный лист для людей, которые хотят стать якорным инвестором этого проекта. Еще раз повторяю, это проект, создается новая организация, так называемая управляющая компания, которая будет иметь минимум 3 жизнеспособных продукта. А монета РИК, в том числе, она будет как бы на обслуживании у этой организации. Вот так вот, если очень коротко. Коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы. Да, спасибо большое, Илья, Александр. Вопросы. Сначала вот первый вопрос по поводу финансов. У нас, что касается маркетмейкинга именно РИК, я так понимаю, это одна тема. Ну, как бы это не сама компания, или это также относится к этой компании? Или это относится чисто к этой монете? Тут я почему вопрос этот задаю, потому что, чтобы разделить, да, мухи с котлетами, грубо говоря, и понимать, как оно будет, условно, сейчас наберем мы там, скажем, 10 инвесторов, там по 5 тысяч, ну или там по сколько, по 6,5, неважно, да, теоретически получается, что пропорциональное разделение, доли вот этой компании вот на 10 человек. Но практически, как эти деньги распределятся, то есть часть денег пойдет именно в монету РИК, причем такая существенная часть, на то, чтобы поддерживать ее, а другая часть уже пойдет в развитие. И, соответственно, те, у кого изначально больше РИКа, они выигрывают больше, вот как я это вижу. Или я вижу что-то не так. Вот поясните мне, пожалуйста, вот эти моменты. Да, Валентин, очень хороший вопрос. Спасибо большое. Тут мое видение следующее. Во-первых, благодаря тому, что существует РИК, мы можем создать вот этот вот алгоритм маркетмейкинга, в том числе удовлетворяя потребности РИК. Да, то есть если бы мы начинали с нуля, допустим, представь, что у нас на борту нет РИКа проекта, да, и вот мы с тобой собираемся, я говорю, Валентин, смотри, у меня есть такие-то ресурсы, я готов написать маркетмейкера, нам нужно сейчас 35 штук баксов, а продавать мы будем по 1000, по 2. Ну вот и я бы тебе просто всю эту презентацию рассказал бы, да? Ты бы, например, сказал, ой, интересно, мы бы с тобой пополам скинулись, утрированно, там по 17,5, да, получается, зашли бы в партнерство, начали бы работать. И просто бы с прихода начали бы эти деньги получать. Здесь примерно то же самое, но только благодаря тому, что есть РИК, нам удастся сделать это дешевле. Почему? Потому что
Мы из 35 тысяч, которые мы собираем, мы 10 тысяч берем и кладем на работу алгоритма, 25 тысяч у нас идет сразу на оплату работы, 10 тысяч мы оплатим ребятам опционами, программистам. Они готовы взять опционом риком. А 25 тысяч рика мы собираем, это отдельная кухня. Мы внутри наших заинтересованных лиц, то есть мы внутри наших заинтересованных лиц, я выхожу с таким же предложением, я говорю, ребят, у нас готов алгоритм маркетмейкинга, у нас есть десятка в тоне, нам нужно собрать 25 тысяч в рике. Вот у тебя там такой-то процент владения монетой, выдели, пожалуйста, Рик, у тебя такой-то, выдели, и пропорционально кошелькам, то есть там, допустим, по 5%, а человек выделяет, понимая цель. То есть тут я обрисовываю цель, я говорю, ребят, мы делаем 200-400 тысяч проторговки в день, вырастаем вот прогнозируемо до стальки-то, и это приведет нас к тому, что у нас бреджит CEX, ну то есть централизованная биржа теперь нас может взять. Интересно или не интересно? То есть я видел это вот так вот, Валентин. Ага. Я понял. То есть это отдельная цифра получается, вот, что касается тона и рика. То есть это мы Да, берем от уже образовавшихся, да, инвесторов, которые уже владеют риком. а рик мы берем от образовавшихся инвесторов, 10 Да. тысяч мы выделяем как бы вот из этого пула, то есть мы взяли 35 тысяч с тобой. Вот мы сейчас с тобой вдвоем договорились, берем 35 тысяч, но включаем туда РИК. То есть мы только вдвоем с тобой берем. Мы с тобой скинулись, грубо говоря, по 17,5, собрали 35. Из этих 35 мы десятку отложили в сторону на начало проторговки, а остальные деньги мы заплатили программистам. Ну, Ага. заплатили за Да. работу за программистов. Более того, самая вкусная вещь, про которую я не проговорил, в этого автоматического маркетмейкера мы с вами встраиваем РИК как нативную валюту системы. То есть оплачивать все комиссии работы маркетмейкинга, все клиенты потенциальные будут непосредственно в РИКе. Ага. Ну, это логично в целом, да. Теперь вот по поводу маркетмейкинга. Далее, когда мы будем предоставлять услуги другим компаниям, услуги маркетмейкера, мы для объемов монет и там тона, да, ну той валюты, тех монет, которые нужны будут для пулов, мы их будем собирать также с команды заказчика, или мы Да, будем выделять... все верно. То есть мы стоимость услуг 1000 или 2000 долларов плюс объем на проторговку. То есть система автоматически рассчитывает, исходя из исторических данных, объем на проторговку необходимый прямо сейчас, в том числе исходя из целей заказчика. И, ну, соответственно, то есть как только он заходит в бот, первое, что ему предложат сделать, это, во-первых, завести свою монету через смарт-контракт, и сразу пойдет анализ машины. И второе, небольшой опросный лист, от чего он хочет, то есть его цели, краткосрочные, среднесрочные, дальносрочные. И следующий этап, то есть он оплачивает подписку, и он формирует пул ликвидности, то есть ему предоставляется адрес кошелька, куда он отправляет деньги. Ну, там уже будем решать, в каком эквиваленте, да, в зависимости, как система скажет. Ага. Я понял. Тут просто вопрос сразу такой, насколько ребята, которые вот на начальном этапе, вот на этом, насколько они смогут себе это позволить. Ну, просто одно дело там 1000-2 платить в месяц за услугу, а другое дело еще там 20, 30, там 50 тысяч заложить на проторговку. Но это хороший вопрос, конечно, но
люди постепенно начинают понимать необходимость этого процесса. Рынок научит, что по-другому никак. Тут, ну, ответ такой. Возможно, они будут начинать не с 20, не с 30 тысяч, а там хотя бы с 10 тысяч, с 15, да. Но это даст ощутимый эффект. И в том числе здесь как бы нам на руку то, что, как сказал Александр, во-первых, к нам выстроилась очередь, то есть у нас реально сейчас есть очередь ребят, которые с нами ведут разговор, как реализовать монеты, да, то есть у нас есть история, и мы на истории можем показать, то есть мы применяем к Рику, мы применяем к другим монетам, мы говорим, ребят, вот смотрите, на истории вот так, вот математика, вот статистика, пожалуйста, ваше право, вы можете не использовать этого бота, пытаться делать самостоятельно. Ну, то есть тут уже продажи. Ага, понял, понял. Еще такой момент по поводу вот маркетмейкинга. Здесь получается какая история? Вот люди, которые заходят, вот как было у нас, например, да, которые зашли на начальных этапах и потом ликвидностью съели, продав монеты. Ну, не всю, а там большую часть. А, они же, по сути, могут сделать то же самое, только ликвидность у нас сохранится за счет того, что есть маркетмейкинг. Но люди в любом случае деньги оттуда забирают. Правильно я понимаю? Ну вот если так происходит, идет органический рост монеты, мы же в любом случае мы контролируем резкое падение или резкий рост при каком-то, ну, при большой закупке или при большой продаже. Но если цена идет вверх или цена идет вниз сама по себе, мы же не можем ее остановить, правильно? Она в любом случае будет либо падать, либо расти. Мы Мы ее можем можем ее, мы можем ее придерживать. остановить. Мы можем ее остановить, и более того, мы можем повернуть ее в то русло, в какое нам, в то русло, в которое нам нужно. Это делается за счет превышения объема проторгов. То есть, например, если идет большое количество проторговки, да, там 200-400 тысяч долларов, и кто-то просто вытаскивает там 1000, 2, 3, 10 даже пускай, да, и в один момент времени из монеты, это не сильно сказывается на общей математике роста. То есть здесь мы страхуемся. То есть ликвидность очень сильно зависит от того количества проторговки, которую мы делаем. Но тут получается вопрос в том, к чему это может привести. Я правильно понимаю, если мы будем, ну, по сути, мы, получается, будем выкупать те объемы, которые люди будут сливать, или наоборот, будем продавать, когда кто-то будет выкупать. Ну, для того, Да, чтобы вот сохранить баланс вот этот. в том числе так. В зависимости от того, какой курс мы возьмем. То есть основная задача, если говорить по рику, я считаю, это увеличить проторговку, ежедневную проторговку на прям вот такую значительную планку. 400 тысяч в день. И это привлечет большое количество трейдеров, инвесторов, ну и, соответственно, всего прочего, увеличив нам входящий поток ликвидности. Ну, также и исходящий поток ликвидности. Я просто к тому говорю, что если мы будем все время цену вот эту вот держать, и, к примеру, когда многие начнут сливать монету, ну, такую, да, ситуацию рассмотрим, мы, соответственно, ее начнем выкупать, чтобы цена не падала сильно. Вот. И в итоге мы можем прийти к тому, что мы останемся как бы с этой монетой просто и все, а она уже ничего стоить не будет, ну, там, условно, никому не будет нужна. Ну, в какой-то определенный момент. То есть, понимаешь, да, о чем я говорю? Ее вот люди прям массово продают, а мы ее выкупаем, то есть не роняем цену тем самым. Но в итоге спрос на нее
по сути, упал. Ну, то есть ее все Ну, продают, а не покупают. теоретически такое возможно, например, сейчас, когда вот у нас на данный момент 102 активных холдера и 124 активных кошелька. В чем разница? Ну, просто разница в сроках удержания монет. И одно дело так, а другое дело, когда у тебя будет, например, 50 тысяч активных покупателей, активных продавцов. Это совершенно другое. То есть мы просто разговариваем про большие числа и про задачу выйти на именно большие числа, на большую проторговку. То есть как только у нас будет большое количество проторговки, к нам придет большое количество кошельков. Ну, это просто факт. И Ага. здесь уже дальше задача сводится к тому, чтобы все это работало параллельно, да, то есть чтобы параллельно работал наш маркетинг, про который мы до этого разговаривали, параллельно работала математика. Я понял. И маркетмейкинг, я правильно понимаю, что он будет работать все время с также созданием новых и новых кошельков постоянно. Ну, для того, чтобы это не было так, что там на 10 кошельках вот они монеты, и они торгуются туда-сюда. Да, все верно, да, все верно. То есть бот автоматически создает нового кошелька, переводит к нему монеты, совершает сделку, ну и так далее. Ага. Понял, понял. Ну, в целом тогда понятно. Пока даже не знаю, наверное, дополнительных вопросов пока нет. Спасибо большое. Да, Валентин, спасибо за вопросы. Коллеги, еще вопрос? Пожалуйста, задавайте. Если вопросов нет, будем потихоньку заканчивать, потому что у нас через 5 минут еще крипто-четверг намечается. Друзья, привет. Я просто немножко прокомментирую про отсутствие вопросов. Я без камеры, у меня тут тюрбан на голове в виде полотенца. Ну, вопросы есть, когда понятно, их может не быть, когда тоже все понятно, а может не быть, потому что ничего не понятно. Вот я из варианта последнего, все очень вот реально интересно, многообещающе, но пока мне действительно сложно сформулировать хоть какой-то вопрос, ну, потому что пока только разбираюсь. Это такой просто обратная связь. Да, окей, Юлия, Спасибо. приветствую. Да. Спасибо Спасибо большое. за такую презентацию, подробную, хорошую. Вот, но не хватает пока каких-то компетенций. Окей. Ну, а более подробно мы будем разбирать. Я думаю, Александр, когда мы сделаем форму по желанию становиться якорным инвестором, мы оставим там свободное поле для вопросов. И в частном порядке, наверное, когда будете эту форму заполнять, к вам придут вопросы, и на эти вопросы мы и в частном порядке поотвечаем, либо соберем очередную конференцию Zoom. Александр, правильно? Да, все правильно. От себя бы хотел добавить еще вот по поводу Валентина вопроса. Да, можем ли мы остаться наедине с этой монетой? Что касается RIG, это точно невозможно, потому что RIG будет использован в внутреннем механизме маркетмейкера, да, она будет постоянно покупаться. То есть RIG будет расти, это неизбежно. И что касается новых клиентов, которые будут заходить, и тут больше зависит еще от их проектов и от их комьюнити, да, они создают свою монету для своего проекта, ну, у них должна быть сильная тоже утилити своего токена придуманная, и комьюнити хорошее, то есть здесь больше от них тоже еще зависит. Ну вот точно, Александр, спасибо. Ты напомнил, еще был вопрос по поводу отбора проектов. Как-то думали на эту тему, с которыми мы будем работать? Ну, потому что многие же проекты, они вообще воздушные. Ну, то есть там вообще без никого и без ничего. И в лучшем случае какая-то есть идея. И есть мысли вот по этому поводу, как их выбирать, отбирать и с кем
Ну, конкретно сейчас выстроенного какого-то механизма нет, но какое-то видение, конечно, есть. Конечно, нам хочется работать с большими, крупными, классными проектами. Ну, а по поводу вопроса выбора, это я ничего не думаю, ничего такого сложного. Конечно, нам не хочется работать с хайпами, которыми однодневками, которые хотят заработать и шкваркнуть людей. Там. Нам такое неинтересно, мы же и другие. Илья, может быть, дополнит, что? Да, у меня есть в голове алгоритм, но у меня очень много чего в голове лежит, но это я не успел пока оцифровать. Но, Александр, я полностью согласен с тем, что говорит Александр. То есть тут а, алгоритм отбора какой-то на начальном этапе будет. Ну и когда мы инкорпорируемся и перейдем вот в работу уже целой организации, да, как таковой, точно будет сформулирован какой-то скрипт по отбору. Ну то есть здесь можно поработать, Валентин. Здесь открытое поле для экспериментов. Как бы от тебя и в команду как раз включаешься. Давай, пожалуйста, от тебя предложение, составляй критерии и вперед. Вместе будем работать. Ну, критерии, да, но не знаю, мне кажется, здесь надо собрать опыт, тот, который уже есть, да, в части, допустим, ну, в целом, есть опыт у тебя, Илья, например, как в выборе криптопроектов, да, есть опыт вот там у Егора в выборе реальных проектов для инвестиций, у Руслана, например, есть. Вот если мы этот опыт аккумулируем, да, уже который есть, ну и плюс уже будем наращивать текущий. Вот только так, мне кажется, мы придем, ну, к такому. Александра, я тоже уверен, есть опыт определенный в выборе. Да, все верно. Есть Поэтому определенные механизмы скоринга, в том числе у меня личные, и они опубликованы, я про них не раз рассказывал. И у меня есть таблица по скорингу. То есть это нужно просто все взять и приложить, да, то есть тут как бы нужен творческий человек, который это возьмет и приложит, ну или как-то так. приложить ты имеешь в виду соберет в кучу, как бы, и в определенную модель свяжет? Да, все верно, все верно. То есть это называется технический регламент уже непосредственно для отдела продаж. То есть вот формируется отдел продаж, к нам стучится проект, тук-тук, я проект такой-то, и вот отдел продаж должен наложить некий шаблон скоринговый, и по совокупности ответов понять, подходит нам этот проект или не подходит. А еще лучше, чтобы это делала машина, да, чтобы просто было все оцифровано. У вас есть это? Да. Есть это? Нет. Есть это? Нет. Вот 3 нет, 2 да. Извините, вы нам не подходите. Ну, как-то так. Это потенциал, это будущее. Угу. Понял, добро. Так, ну что, коллеги, 10:02. Предлагаю запись я останавливаю по этой встрече. В качестве summary, Александр, нам важно создать опросный лист и вместе с этим видео разослать по нашим ключевым инвесторам, ну или дать им доступ, я не знаю, как это сделать, чтобы инвестора посмотрели и заполнили форму. Да, нет. Ну, давай еще как-то с Андреем все это обсудим и сделаем, окей? Да, хорошо, скинь, пожалуйста, там видео. Записал, все сделаем. Так, а как, кстати, кто-нибудь знает, как это видео теперь, что вот я запись остановлю и что дальше? Как оно, где оно появится? Автоматически должна сохраниться. Ну вот, Сохранится в типа, папке, наверное, там мои... Да, папка Zoom нет, где-то там должна быть. я выбрал в облаке, сохранить в облаке. Ну, значит. Так, пробую остановить, да? Страшно, никогда такого не делал. Можно Раз, пожелание маленькое при сборке скрипта
может быть, дополнить таким пунктом, ну, какие будут ожидаемые действия от тех, кто захочет вступить. Ну, то есть те же